Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю одну из долгожданных новинок этого года, а точнее одну из них. Это новинка в 35-м масштабе от Звезды, и это самоходка Гвоздика. И давайте смотреть, что внутри коробки. Гвоздика цветет и гремит в бою, в сердце отвага, в душе огонь. Мы не сдадимся, пройдем сквозь тьму, Гвоздика вперед ведет легион. И передо мной комплект для сборки модели в 35-м масштабе Гвоздика. Это такая самоходная артиллерийская установка. И эту артиллерийскую установку мы можем сделать аж в 6 вариантах. 6 разных стран, на вооружении которых стоит этот бронированный монстр. На обратной стороне у нас собранная модель. И здесь автор довольно интересно зачипил. То есть сделал такой интересный эффект немного содранной краски. И интересно, что декаль сделана, скорее всего, от руки. Интересно, либо это такая задумка автора, либо же во время сборки просто еще производители не успели сделать декали во время тестовой сборки. Также мы на обратной стороне можем посмотреть, что тут 263 детали. Это, наверное, идеальное количество деталей для такой небольшой самоходки, как Гвоздика. Я недавно стала пользоваться продукцией Orks Workshop, и в арсенале этой отечественной фирмы есть и аэрографы, и кисти, и компрессоры, и другие аксессуары, инструменты для нашего хобби. В принципе, мне понравился аэрограф. Это модель с безрезьбовым соплом, и его очень легко обслуживать и мыть. И с таким аэрографом справится даже начинающий моделист. А мини-компрессор подойдет для миниатюрного или же переносного рабочего места. Ссылочка на магазин Orks Workshop есть в описании к видео. И начнем мы с инструкции по сборке. И здесь классический вариант, это афганский вариант камуфляжа для самоходки. И, собственно, такой же камуфляж выполнил и автор модели, которая изображена на коробке. Дальше нам предлагают обычный вариант, это на вооружение российских войск в 90-е годы. Ну, соответственно, ГДРовский. И довольно интересная окраска, это вариант на вооружении сил Польши. И при этом эта самоходка была там в 90-е годы, но я думаю, что эта самоходка сейчас где-то на полях Украины воюет против российских войск. И также есть Гвоздика чехословацкой и морской пехоты Российской Федерации. Так что у нас большой выбор, какую из самоходок собрать. Также детали тут в пакетах и выполнены из серого пластика, который мне очень нравится. И интересно, что траки здесь сделаны полунаборные. Это довольно идеальный вариант для сборки любых гусеничных машин. Также в наборе декали, соответственно, всех стран, которые мы видели на коробке. И инструкция. Инструкцию нам предлагают начать сборку с башни, но я, скорее всего, начну с корпуса. Не знаю, я так больше люблю. Приступаем к сборке. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И, собственно, я и начинаю сборку с корпуса. И для этого мне понадобятся детали B20, B19 и B21. Я их уже подготовила и приклеила к ним вот эти маленькие детальки. И теперь я вам покажу, как мы отделяем детали от литника. Соответственно, нам нужна деталь номер B20. Берем рамочку B, или V по-русски, и с помощью бокорезов, вот 20-я деталь, по внешнему виду мы понимаем, что это нужная нам деталь, мы аккуратно плоской стороной бокорезов прислоняем детали и отрезаем вот этот вот вспомогательный элемент, который держит деталь на рамке. Так, деталь свободна, и теперь ее нужно подготовить. Для этого я воспользуюсь надфилем и уберу оставшиеся пеньки от рамки.
Так, детали обработаны, и теперь мы приступаем к сборке. Для этого берем детали и располагаем их так же, как на схеме, просто для удобства. Так, у меня в руках 11-я деталь, и я аккуратно располагаю ее. Вот видите, у нее тут есть свои посадочные места, и они обозначены такими небольшими выпуклыми полосочками. Соответственно, мы должны на них установить нашу деталь. Вот она встает как раз между этими полосами. Это место мы смазываем специальным клеем для пластика. Он работает как жидкая сварка. Холодная сварка, наверное, я бы так сказала. И растворяет пластик. И при застывании у нас образуется очень прочное соединение. Так, и 12-ю деталь мы также примеряем. Тут точно такие же посадочные места. Аккуратно смазываем клей и устанавливаем. Клей сохнет буквально в течение нескольких секунд. Теперь можем приступить к установке боковых панелей. Так, тут также есть такие насечки. И также, вот видите, небольшие выпуклые прямоугольнички. И, соответственно, здесь такие же прямоугольные отверстия. Вмятинки, я бы так сказала. Теперь мы можем смело смазать боковую поверхность и поставить деталь, сопоставив все выпуклые элементы. Итак, я подсобрала уже ходовую часть, а точнее вот эти рычаги торсионов, насколько я понимаю. И теперь можно переходить к установке катков. Катки состоят из двух частей, просто соединяем их на схеме. И теперь ставим. Значит, тут просто надо сопоставить отверстия с штырьком и приклеить. И после установки надо их немножко выровнять. То есть поставить модель на стол и относительно друг к дружке поставить в одну линию. Ленивец я приклеивать не буду, так как после установки гусениц его, может быть, придется немножко подрегулировать. Видите, он имеет разное натяжение. Перехожу к установке переднего бронелиста. И тут обратите внимание, что есть специальные насечки, между которых у нас должен оказаться боковой бронелист. И сначала примерим. Соответственно, тут есть такие пазики под эти штырьки. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Теперь я перехожу к установке верхнего бронелиста. И тут просто надо накрыть детали, которые мы склеили заранее. Тут также есть направляющие в виде маленьких прямоугольничков, и их мы смажем клеем. И я устанавливаю башню на свое место. Так, управляем ствол. И, собственно, сборка у меня закончена, и я перехожу к окраске. В начале окрасочных работ я по традиции загрунтую модель аэрозольным грунтом. Грунт даст гарантию прилипания краски к поверхности модели. А черным цветом я обозначу предварительные тени, и особое внимание я уделю тем местам, где есть вероятность, что основная краска плохо ляжет, то есть не закроет серый грунт. Разработка САУ-2С1 «Гвоздика» была начата в 1967 году. Артиллерийская часть разработана в ОКБ «Уралмаш», а шасси в ПО «Харьковский тракторный завод». Артиллерийская часть САУ была разработана на базе 122 мм буксируемой гаубицы Д-30. Внутреннее устройство ствола, баллистика и боеприпасы были одинаковые с Д-30. Новая гаубица получила заводской индекс Д-32 и индекс ГРАУ 2А31.
А основной цвет будет, естественно, зеленый. И, кстати, камуфляжную гвоздику я строила очень много лет назад, и это была модель от Трумпетера. Там я пробовала изобразить камуфляж. А для окраски модели я использую спиртовые краски от Мачете. Причем тут оттенок будет немного светлее тех цветов, которыми я окрашиваю современную российскую бронетехнику. Машины, изготовленные в Советском Союзе, в основном окрашены в чуть более охристый оттенок защитного цвета. И время ручных работ. Мне надо окрасить резиновые бандажи катков и немного шансового инструмента. Шасси САУ-2С1 было разработано на базе МТЛБ. САУ-2С1 имела герметичный корпус и преодолевала водные преграды вплавь, а на плаву траки гусениц играли роль лопастей. Гусеницы перематывались в воде, благодаря чему скорость движения на плаву доходила до 4,5 км в час. САУ-гвоздика могла транспортироваться и самолетом Ан-12. На вооружение 2С1 была принята в 1971 году. По данным Википедии, к 2016 году в Российской Федерации в сухопутных войсках состояло 150 единиц 2С1 и 2000 единиц на хранении по состоянию на 2017 год. А при помощи спонжа я изображу сколы краски. По моим ощущениям, почему-то все гвоздики должны быть старыми и с обильными сколами. В 2013 году Министерство обороны Украины приняло решение о снятии установки 2С1 с вооружения сухопутных войск Вооруженных сил Украины, и поэтому начало конфликта на Донбассе застало артиллерийские подразделения в стадии расформирования. А смывкой я усложню палитру краски, которая нанесена на модель. Тут я стараюсь углубить тени. В 24-й, 30-й, 72-й и 93-й механизированных бригадах дивизионы были полностью расформированы, а в других частях они находились на разных стадиях. Сразу после референдума в Крыму в марте 2014 года неполные дивизионы 128-й и 51-й бригад были отправлены в Перекоп. Одновременно начался активный процесс восстановления и отправки на фронт батарей и дивизионов «Гвоздик». САУ-2С1 поступили и на вооружение ополченцев Донбасса. Так, например, из полученных украинскими хакерами документов следовало, что на вооружении только одного самоходного артиллерийского дивизиона боевиков 1-й отдельной мотострелковой бригады состояло 18 «Гвоздик». И также удалось установить, что на вооружении у ополченцев есть российские военные переносные радиостанции АРК-2М «Арахис» и принятые на вооружение Министерством обороны Российской Федерации только в 2013 году радиостанции 6-го поколения Р-178П1 «Азарт». Ну а после того, как смывка высохла, я масляными красками еще больше усложню внешний вид гвоздики. Тут я уделю внимание синеватым оттенкам, а черным и коричневыми оттенками масляной краски я добавлю эффекта подтеков. Над восстановлением и капитальным ремонтом 2С1 «Гвоздика», а также другого артиллерийского вооружения на Украине работает Шепетовский ремонтный завод. Из открытых источников известно, что в течение всего 2017 года завод направил в ВСУ самоходные артиллерийские установки, включая акации, гвоздики и реактивные системы залпового огня, а также другое дальнобойное вооружение в размере около 150 единиц без подробной информации по видам. А теперь время сухой кисти, и этим элементом я завершу образ самоходки. А в мае 2018 года Украина приобрела у польской компании «Вторпласт» 40 единиц САУ-2С1 «Гвоздика». Эти самоходные артиллерийские установки серийно производились в Польше с 1971 года по лицензии на предприятии в городе Ниска. Приобретенные САУ находились на вооружении чешской армии, а перед поставкой на Украину машины капитально отремонтировали. Украинский спецэкспортер ГДАИФ «Укринмаш» в июле 2019 года приобрел у чешской компании партию 122 мм САУ-2С1 «Гвоздика», и по обнародованной информации было приобретено 16 САУ и 2 артиллерийские части. Стоимость САУ бывших употреблений составила более $1,5 миллиона. И вот такая гвоздика у меня получилась. И несколько лет назад, я уже даже не помню, я собирала гвоздику от фирмы Трумпетер. И впечатления об той модели у меня совершенно стерлись с памяти. Я думаю, что иногда, раз в несколько лет, можно повторять одну и ту же модель в вашей коллекции. И эта гвоздика у меня получилась в разы лучше. И звезда меня порадовала тем, что сборка заняла буквально пару-тройку вечеров. И вот самоходка через неделю уже готова. Так что, надеюсь, это видео вам понравилось. А вы напишите в комментариях, есть ли у вас в коллекции одна и та же модель, но от разных производителей. До новых встреч. Пока-пока.
Гвоздика красная в поле цветет, в небе звезды светят там вперед. Но гремит железо там, где война, красная машина советская одна. Давай, солдат, боец впереди, не бойся и беду не найди. Гвоздика в руках, держим мы все, сила и мощь в нашем строе. Гвоздика!